Авиакатастрофа в России. Польша заявила о новой спецоперации у границ с Белоруссией и Украиной, а Лукашенко после необъявленного визита в Коровник отправился к Путину на закрытые переговоры. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия и Украина обмениваются ударами, атаки беспилотниками и потеря военного вертолета. Как боевое задание закончилось гибелью всего экипажа? Сегодня ночью в результате крушения Ми-28 погибли летчики. Новый уровень напряжения. Истребители России и Китая были перехвачены военной авиацией США и Канады. Вторжение, угроза или демонстрация силы. Что это было? Все начнется с 1 августа. Польские военные заявляют о старте спецоперации «Восточное сияние». Это прямой ответ на российскую агрессию против Украины. Что происходит? Операция охватывает восточную и северо-восточную границы Польши, где риск нарушений наиболее высок. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Россия и Украина обменялись ударами беспилотников. Российские оккупанты выпустили шахеды из Крыма и Приморско-Ахтарска. Всего 38 единиц. Большую часть направили на Одесскую область. Воздушным силам Украины удалось сбить 25 БПЛА. Известно о пострадавших в Измаильском районе Одесской области, где было разрушено административное здание и частный дом. В то же время россияне жалуются на налет дронов на Курскую область, граничащую с Украиной. Якобы лишь за 1,5 часа в небе над этой областью было уничтожено 18 дронов. В РФ традиционно отсчитываются потерь нет. Хотя потери точно есть. Например, в Калужской области упал вертолет Ми-28. По данным МЭШ, вертолет использовался для уничтожения беспилотников. Ночью выполнял боевую задачу и якобы рухнул на землю из-за технической неисправности. Сегодня ночью в результате крушения Ми-28 погибли летчики. Экипаж нес боевое дежурство, охранял покой мирных жителей. Разделяю чувства и переживания по поводу катастрофы. Вертолет, кстати, упал буквально через несколько часов после того, как в РФ сообщили о назначении Сергея Кобылаша новым командующим военно-воздушными силами и заместителем главнокомандующего ВКС России. Отмечу, что Кобылаш находится в розыске. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест в марте этого года. В МУС сообщали, что Кобылаш несет ответственность за военные преступления, в частности, за атаки на гражданские объекты в Украине, а также за преступления против человечности. Российские войска отказались от попытки захвата Харькова, но собираются приблизиться к нему для того, чтобы обстреливать из артиллерии. Об этом заявляют в ВСУ. Украинские военные говорят, что наступление россиян в Харьковской области имело несколько задач. Вызвать панику среди населения, оккупировать Харьков, что, впрочем, не удалось, и, конечно же, создать так называемую санитарную зону. В Украине говорят, что и с этой задачей войска РФ не справились. Помимо этого, россияне несут существенные потери на Харьковском направлении. То есть выглядит так. Заходит бригада или полк, в течение нескольких недель атакует, несет бешеные потери, затыкает дыры резервами, постепенно переформирует штурмовые группы, уменьшая их количество, или количество задействованных в них людей. Потери россиян назвал и немецкий канцлер Олаф Шольц. Он утверждает, что в общей сложности, то есть и убитыми, и ранеными, Россия потеряла порядка 350 тысяч своих военных. Шольц говорит, что Путин готов выкосить войска ради нескольких новых квадратных метров украинской территории. Например, как это происходит сейчас в той же Харьковской области в районе Волчанска. Захват Волчанска, или опять-таки то, что от него осталось, потому что, к сожалению, за 2-3 месяца активных боевых действий Волчанск повторил участь и Авдеевки, да, и всех тех городов, которые были полностью разрушены, то захват Волчанска для них может превратиться в самоцель. Ну, то есть захватить и все, не считая с потерями, то есть не считая с тем, что для них, может быть, было бы разумно сейчас как раз отступить и не ввязываться в подобного рода авантюры. Ну, как видим, с потерями не считается. Это, в общем-то, касается всех попыток их наступать на всех участках фронта.
Чистки среди российских военных, как видим, не только на поле боя, но и в Минобороны РФ. Российские пропагандисты отчитались, что задержан глава военно-строительной компании Минубийства РФ Андрей Белков. А вот работу этой компании в свое время курировал зам Шойгу Тимур Иванов, который сейчас уже находится в СИЗО. Итак, гендиректора компании Белкова подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Якобы купил томограф для лечебного центра Минобороны РФ по завышенной цене. Издание «Коммерсант» дает понять, что эти обвинения лишь вершина айсберга. Сейчас проводится следствие, а в целом же военно-строительная компания занималась широким спектром работ. От возведения арсеналов, баз, полигонов, аэродромов и штабов до строительства жилых домов и объектов социальной сферы. 1 августа Польша начинает спецоперацию под кодовым названием «Восточное сияние». В официальном заявлении польских военных говорится, что эта операция – прямой ответ на российскую агрессию против Украины. Цели и задачи – усилить систему противовоздушной обороны на восточной границе республики, в том числе у границ с Беларусью. В Варшаве заявляют, что теперь небо будет под постоянным контролем, реакция на выявленные нарушения будет молниеносной, и эти нарушения будут нейтрализованы. Для этого Польша собирается работать в координации со своими союзниками. Польские военные также сообщают, что защита воздушного пространства необходима для защиты территориальной целостности Польши. Основная цель операции – защита воздушного пространства Польши от объектов, которые незаконно нарушают ее границы. Особое внимание будет уделено объектам, совершающим ее незаконные нарушения, в том числе на малых и очень малых высотах, что характерно для беспилотных летательных аппаратов и других беспилотников. Операция охватывает восточную и северо-восточную границы Польши, где риск нарушений наиболее высок. Тем временем китайские и российские самолеты вошли в зону обнаружения ПВО Аляски и были впервые перехвачены военными истребителями США и Канады. О воздушном инциденте сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Там утверждают, что 2 российских Ту-95 и 2 военных самолета Китая были обнаружены там, где их до этого ранее никогда не было. Западные медиа пишут, что событие стало первым случаем, когда российские и китайские военные самолеты одновременно оказались в идентификационной зоне ПВО Аляски. Для перехвата были подняты самолеты F-16 и F-35, а также канадские истребители. В США заявляют, что бомбардировщики РФ и Китая оставались в международном пространстве и не вошли в американское или же канадское суверенное воздушное пространство. Кадры, которые вы сейчас видите, кстати, сняты российским Минобороны. Эта активность России и КНР в зоне идентификации ПВО Аляски не рассматривается как угроза, и североамериканское командование воздушно-космической обороны будет продолжать следить за активностью конкурентов вблизи Северной Америки и отвечать присутствием на присутствие. В США отмечают, что инцидент произошел за несколько часов до того, как Байден выступил перед нацией. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. И Байден таки выступил перед американцами. Его речь длилась 11 минут. Она была первой после того, как президенту пришлось изолироваться в своем доме из-за коронавируса. Западные СМИ отмечают, что президенты США выходят с обращением к народу из овального кабинета либо же в кризисных ситуациях, либо для того, чтобы сделать очень и очень важное заявление. Например, за президентский срок Байдена эта речь стала 4-й. Он впервые рассказал, почему решил не бороться за кресло президента. В последние недели я понял, что должен объединить свою партию. Думаю, мой президентский опыт, лидерская роль в мире, мое видение будущего Америки – все это заслуживало 2-го срока. Но ничто не должно стоять на пути, когда речь идет о спасении нашей демократии, в том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучшее решение – передать эстафету новому поколению. Это лучший путь, чтобы объединить страну. Байден вновь выразил поддержку Камале Харрис, назвав ее опытной, настойчивой и способной. После этого уже не комплименты в адрес Харрис посыпались из уст Трампа, который на данном этапе предвыборной гонки считает себя будущим президентом США и абсолютным лидером. Если Камала лжет вам об умственной неполноценности Джо Байдена, то она будет лгать вам о чем угодно. Ей никогда ни в коем случае нельзя доверять. Ей нельзя доверять.
И точно так же, как мошенник Джо Байден, Камала Харрис не способна руководить страной. Она не способна руководить. Через год она разрушит нашу страну. Эта страна будет уничтожена. Проголосовать за Камалу значит проголосовать за еще 4 года нечистости, некомпетентности, слабости и неудач. Из белорусского коровника в гости к Путину. Напоследок о путешествиях и визитах Лукашенко. Накануне он побывал в одном из животноводческих комплексов Беларуси и проинспектировал, в каком состоянии находятся местные коровы. Напомню, что у Лукашенко страсть к этому. Например, 5 лет назад из-за того, что коровы в одном из коровников страны были грязными, самопровозглашенный уволил вице-премьера по агрокомплексу, министра сельского хозяйства и губернатора Могилевской области. На этот раз, судя по видео, коровники чище, а Лукашенко шире. Доишь, хорошо, молодец, но это уже надо в порядок его приводить, чтобы здесь что-то сосредоточить, не знаю что. Но надо строить современное. Да. Побольше объемом здания, тогда и скоту легче в жару будет. Да. Лукашенко, напомню, совсем недавно говорил, что быть президентом – это так себе, а вот лучшая работа среди коров, которые ему, кстати, часто снятся. Тем не менее, свое кресло Лукашенко не покидает и уже после визита в коровник отправился с визитом к Путину. В Минске уточняют, что для закрытых переговоров. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.